Привет, друзья! Вот для чего мы делали инвертный сироп. Сегодня будем готовить то, что вы так давно просили. Долгожданный для многих рецепт. Будем делать вкуснейшие ванильные маршмеллоу. Если вы так любите эти воздушные нежные штуки, обязательно пробуйте сделать их сами. Уверен, после этого просто забудете, что такое покупать их в магазине. Домашние гораздо круче. Да и сам процесс увлекательный. В общем, поехали! Первым делом заливаем желатин водой и оставляем набухать. Думаю, многие знают, что обычно я использую листовой желатин, но в этом рецепте лучше порошковый. После этого прогреваю его на паровой бане до полного растворения. Можно это также сделать в микроволновке в несколько этапов, но ни в коем случае желатин не перегревайте. Растопленный желатин отправляем в чашу для взбивания. Туда же отправляем половину инвертного сиропа. Без весов, на глаз. Примерно половину. В сотейник засыпаем сахар и добавляем оставшуюся часть инвертного сиропа и воду. На небольшой скорости начинаем взбивать желатин с сиропом. Параллельно на среднем огне нагреваем содержимое сотейника, помешивая до полного растворения сахара. Когда сироп начнет закипать, перестаем мешать и теперь ни руками, ни лопаткой в сотейник не лезем, только термометром. Сироп нужно довести до температуры 112-114 градусов. Все это время миксер продолжает себе спокойно взбивать желатин. Когда сироп дойдет до нужного градуса, снимаем с огня и как только становится активное кипение, тонкой струйкой вливаем в чашу с краю, чтобы он не разбрызгивался венчиком по стенкам. Скорость миксера при этом увеличиваем до средней. Влив сироп, прибавляем скорость до максимума и взбиваем до объемной, воздушной, белой, крепкой и в то же время эластичной массы. В самом конце добавляем ванильный экстракт. Можно, кстати, использовать и любой другой. Лавандовый, апельсиновый, миндальный, какой хотите. Я добавляю ванильную пасту с семенами, чтобы в результате в нежных, белоснежных маршмеллоу были видны черные точечки ванили. В этот же момент можно добавить и краситель. Какую-нибудь квадратную форму застилаем пергаментом и выкладываем туда получившуюся воздушную тягучую массу, равномерно распределяя. Делать все это нужно без промедления, так как масса застывает достаточно быстро. Небольшое количество я перекладываю в кулинарный мешок и отсаживаю на пергамент длинными полосками. Из них потом буду нарезать мелкие маршмеллошки. Сверху присыпаем все смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала и оставляем застывать при комнатной температуре. Я обычно оставляю на ночь часов на 12. После этого извлекаем массу из формы, руки все время обрабатываем той самой смесью пудры и крахмала, чтобы ничего не приклеивалось. Этой же смесью присыпаем нож и нарезаем получившийся пласт небольшими кубиками. Получившиеся постилки также тщательно со всех сторон обваливаем в сухой смеси. С полосками действуем примерно так же. Отделяем от пергамента, обваливаем в пудре и крахмале и нарезаем небольшими маршмеллюшками. Правильно приготовленные маршмеллоу должны быть нежными, воздушными и упругими, словно пружинищими. Храним в плотно закрытой упаковке. Спокойно хранятся неделю-две, но, конечно, вкуснее всего в свежем виде. Мелкие я очень люблю добавлять в кофе, они тают и создают такую воздушную зефирную пенку. Это очень вкусно. Просто тают во рту. Такие нежные, воздушные, вкусные, гораздо круче, чем магазинные. И, как видите, приготовить их совсем несложно. Конечно, возможны разнообразные вариации на тему маршмеллоу с разным вкусом, разного цвета, с разными добавками. Можно даже использовать маршмеллоу в качестве отдельного ингредиента для других сладких блюд. Все это будет когда-нибудь уже в следующих выпусках. Следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях, а еще размещайте фотографии в Instagram, ставьте хэштег CookingFun, отмечайте меня на фото, с радостью посмотрю, что вы там приготовили. Подробный рецепт, как всегда, в блоге, ссылка под видео, там же список ингредиентов, там же рецепт, точнее ссылка на рецепт инвертного сиропа. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока! А сейчас смертельный номер, особенно для тех, кто не любит, как я ем в кадре. В общем, слабонервных просьба не смотреть.